Друзья, привет! Продолжаем наше видео N8N автоматизации на серверах. Мы уже рассмотрели, где их поставить, и тренируемся. Значит, первое, что хочу сегодня рассказать про ключи API. Где их брать, зачем они нужны и вообще, что такое ключи API. Простыми словами сразу, что такое вообще ключи API для автоматизации. Ключи API это такие коды, скажем так, по-простому, это представь, что у вас есть ресторан, вы там сделали какой-то заказ, поехал курьер забирать этот заказ, и ему надо показать номер заказа, иначе его не отдадут. Ну вот ключ API это что-то вот подобное такое, да? То есть наподобие у вас есть банковский счет, у вас есть банковская карточка, вы приходите снимать деньги, но вам нужен пин-код. Это и есть ключ API. По ключу API сервис, к которому вы соединяетесь, определяет, что это именно вы, что у вас есть разрешение взять оттуда информацию или заложить туда информацию, и сколько раз и когда вы обращались. Это вот самое такое простое объяснение про ключи API, чтобы понимать, зачем они нужны, что они делают и где. В всех этих автоматизациях сейчас в современном мире самое такое вот ключ API, который я рекомендую сразу получить, это от какого-то искусственного интеллекта. Ну, давайте сегодня рассмотрим ключ API, как получить, сколько стоит и все от ChatGPT. Есть другие DeepSeek, есть Gemini, есть много. Но зачем нам искусственный интеллект? И смотрите, практически в любой автоматизации сейчас, чтобы она не была просто таким безмозглым, как бы просто взять туда, послать туда, а чтобы хоть что-то меняло, хоть что-то думало, что-то там это, нужно подключать искусственный интеллект. Вот возьмем вот это, вот смотрите, вот в этом месте, видите, вот подключается искусственный интеллект. Можно Google Gemini подключить, можно ChatGPT подключить, другие какие-то. Мы все эти будем вот рассматривать. Вот в этом месте, в этом блоке то же самое, смотрите, видите. Выбрать модель, которую вам нужно. Вот в каком-то из этих блоков тоже может быть автоматизация. То есть автоматизация у нас часто присутствует. Вот смотрите, здесь ChatGPT подключен, допустим, модель 4.0 mini. Для того, чтобы это все подключить, нужны ключи. Нужны ключи, которые вы потом ставите вот сюда. Они вот здесь будут копиться, все эти ключи. Видите, вот у меня сколько ключей для моих автоматизаций. От Facebook, от Telegram, от OpenAI. Вот этот вот ChatGPT. Ну, давайте начнем с того, что распространено OpenAI. Где взять ключи к OpenAI? Сколько это стоит? Идем на вот эту страницу, которая называется platform.openai.com. Заходим сюда, можно регистрироваться. Я делал так, и вы, я думаю, тоже, в принципе, повторяйте просто. У каждого почти есть Gmail. Вот прямо по своему Gmail и заходим на этот сайт. И вы можете, ну, как бы там, когда вас спрашивают про какую-то компанию, то все это, напишите, что это персональ, то есть, что это для личного пользования эти ключи. Заходите, никаких проблем. Особо лишнего, что вас не спрашивают, не отвечайте, не все, что спрашивают, и не обязательно, тоже можно не заполнять. И здесь генерируются ключи. Но в чем прикол? Прикол в том, что ключи, они платные. Но не переживайте совершенно. Сейчас мы пойдем по этому вопросу, я буду рассказывать. Вот смотрите, у меня на счете сейчас там находится $8.53. Сейчас я покажу, когда я их включил, сколько я заплатил и сколько я израсходовал. То есть вот у меня здесь автоматизации, вот, извиняюсь, вот мои автоматизации, которые включены зеленым, это те, которые каждый день работают, которые выключены, зеленый свет не имеют, это те, которые я разрабатываю, дорабатываю или просто экспериментирую, потому что мне интересно. Вот в общей сложности у меня, я думаю, вот написано 20 автоматизаций, рабочих может штук 10 автоматизации, и они все используют ChatGPT, то есть модель искусственного интеллекта, которая подключена по моему ключу. Для того, чтобы получить ключ, раньше давали хотя бы пробный бесплатно, теперь сразу надо заплатить. Минимальная оплата $5. Я думаю, вы найдете $5. Идем, допустим, вот сюда и вставляем какую-то свою карточку. Я пробовал разными карточками, скажу, что получилось один такой фокус интересный. К примеру, у меня есть в одном американском банке создана карточка, которую я оплачиваю за ChatGPT, которым я пользуюсь, которую я изредка делаю покупки наподобие там в Амазоне покупаю или еще где-то, а здесь она почему-то не заходила. Вот не заходила и все, я вставил аргентинскую карту, нашу местную, и она прошла.
И таким образом я сюда заплатил, вот Billing History, смотрите, я заплатил $10. Когда я заплатил эти $10? Здесь написано 15 июля 2025 года. В 8 утра я заплатил вот эти вот $10 с карточки. Сколько на данный момент у меня осталось, работая 10 автоматизаций с 15 июля? Сегодня у нас 4 сентября, значит, сколько месяцев прошло? У меня из $10 еще на балансе есть 8,53. То есть я за вот эти месяцы израсходовал $1,5. Это я к чему все это рассказываю, показываю так подробно, чтобы было понятно, что... потому что некоторые скажут, ну, дам доллары, оно меня там все сожрет и все, блин. Нет, не сожрет. Понятно, каждая модель по-своему. Если вы возьмете самую современную модель и будете генерировать самые крутые картинки, все у вас будет больше съедаться этих всех вот долларов. Но если вам, к примеру, нужно составить просто какое-то описание, какой-то фотографии, какой-то, ну, то есть короткие, простые описания, для которого не нужна супер умная модель, вы просто можете подключить, выбрать такие модели, как 4O Mini. Они дешевые модели. Они берут там что-то за миллион токенов. Токены являются слова. За вот эти вот слова, которые они получают запрос и отвечают, за миллионы там берутся какие-то вообще копейки этих вот слов. Соответственно, я к тому, что не пугайтесь. Вы можете от $5 здесь. Вы можете загнать $5, эти $5 при моделях 4O Mini или при моделях 3.5 Turbo, более таких старых моделях, но они подготовят хорошее описание для картинок, для того, для всего, у вас будут вот такие вот расходы. То есть эти $5 вам могут хватить на несколько месяцев постоянной работы с ChatGPT. Это просто вот хотел объяснить. Значит, вот вы заходите, берете, подвязываете свою карточку, как я вот здесь от Payment Method, вот сюда вот подвязываете свою карточку, платите первые хоть $5, хоть $10, и потом с вас будут сниматься деньги. Когда вы видите, можете ставить, чтобы автоматом они пополнялись, можете не ставить. Я не ставил, чтобы пополнялись автоматом. Я наблюдаю периодически, зашел, посмотрел. Если там останется $3, я еще туда 5 добавлю или 10 и снова на несколько месяцев забудусь. Соответственно, смотрим, что тут в настройках есть такое. Ну, вы посмотрели, где платить, историю я вам показал, когда была оплата, сколько съело. И вот заходите сюда, смотрите, где берутся API-ключи. Вот идете сюда, называется API Case, и генерируете. Вот написано сверху, Create New Security Case. Генерируете. Я не буду сейчас генерировать. У меня есть один, вот написано DACROSTAGE, и вот здесь он не полный, он такой длинный этот ключ. Вот я его сгенерировал 11 июля. До сих пор во всех автоматизациях, которые мне надо подключать, я пользуюсь этим ключом. Их здесь можно немеренное количество сгенерировать. Если у вас много сервисов, вы можете под каждый сервис генерировать свой ключ. Но это не является обязательной вещью. Вы можете одним и тем же ключом на всех своих автоматизациях пользоваться. Это не значит, что если у вас есть один проект, вам надо один ключ, второй проект, второй ключ. Нет, это безразлично совершенно. Это просто ключ для подключения к сервису. Если по каким-то причинам вам удобнее генерировать много ключей, можете их здесь нагенерировать, сколько вам влезет. Если нет, значит нет. И потом эти ключи мы используем вот здесь, вот в автоматизациях. К примеру, вот заходим на какую-нибудь, вот эту вот автоматизацию. И вот где есть подключение, вот, к примеру, приблизим вот этот момент, смотрите. Вот здесь, к примеру, работает модель вот такая. Мы когда на нее подключаем, вот здесь указано, что, видите, есть вот такой-то ключ. Здесь мы его вставляем, если у вас еще его нет, его попросят. Вот он такой длинный ключ. У меня он уже есть, написано, что соединение хорошее, вот на зеленом, все отличное соединение, оно подключается к вот этому. И с помощью этого ключа, и здесь вот под низом, вы выбираете модельку, которой вы будете пользоваться. К примеру, в этой автоматизации я пользуюсь вот этой моделью. Все зависит отсюда и цены. Но вот есть перечисление, если вы нажмете, будет перечисление моделей. Вот это еще более дешевое, допустим, 3.5 Turbo. Видите, и здесь их полно, до дорогих, до дешевых. Все зависит от той задачи, которую вы решили делать этой автоматизацией.
Если это простые вопрос-ответ, описание чего-то, какой-то фотографии, то все, вы можете выбрать хорошую модель по цене и по этим самым. Вот, допустим, вот это GPT 4.0 mini, это довольно отличная по цене и по качеству описаний всяких таких вот простых работ. То есть не исследования проводить, а описание. Это то, что я вам хотел объяснить сегодня именно по этих. Где взять этот ключ, сколько этот ключ стоит, именно ChatGPT. И в следующих видео идем по другим ключам. То есть, где взять ключ Фейсбука, где взять ключ Гугла, где взять другие ключи. И начинаем рассматривать конкретные проекты, как с этими ключами, куда их вставлять, как работать и все в таком духе. Так что подписываемся, ставим лайк этому видео и следим за следующим.